Мы сегодня приехали на вот такой пикник с нашими соседями-друзьями, турками, иранцами и нами русскими. Вот все мы здесь будем кушать вкусный шашлык. Вот Камран, он очень хотел побывать в моем блоге. Ахмед, Керим и Саша, мой муж. Камран, всем привет. Здесь у нас будет костер. Камран какие нашел? Ой, Камран у нас добытчик. Камран, خوش اومدید به کانال یوتیوب من. من همتون دعوت میکنم که بیاین به این جنگل زیبا و از ما دیدن کنید. کانال یوتیوب Алекс Даша Камран. Алекс Даша Камран. Tamam, это наш мангал, наш личный, собственный Саша, и мы его купили год назад. Даяна, на нее тоже можете подписываться. Follow Даяна in YouTube. Я тоже здесь, вот будем кушать, мы уже чуть-чуть накрыли столик. У нас тут оливочки, сыр, кайма, сыр для семиток, семитики. Вот, и еще там всякое будем готовить. Камран добытчик. Topla gel. Hadi topla gel. Kuru odunları topla. Собираем материал костровый, чтобы все там хорошо горело. Тут уже овощи жарим. Там картошечка жарится. Сковородочки с маслицем. Вот так вот. Александр. Тут у нас уже завтракают. Камран жует сосиску. Вот такой завтрак за столом. Все кушают. Это еще завтрак. Будет у нас еще обед с мясом. У вас есть беляш с мясом? Есть. Вот мы такие. Мяу, это его Камран научил мяукать. Так, пойман первый крокодил. Вот такой. Сейчас идем пугать Камрана. Красивенький. Мы уже позавтракали. Жарим лук. Мне делает салат такой. У нас он называется Аджаб Сандал, но здесь просто салат. Красота. А вот лучок. Так, наш пикничок окончился отлично. К сожалению, я не сняла продолжение, потому что резко пришли тучи. Начался немножко капать дождь, и мы просто за минут 10 собрались и уехали. Вот сегодня у нас 13 апреля. Мы приехали в парк Гёстепе. Там должны быть, надеюсь, еще тюльпаны цвести и сакура, вишенка, розовенькая. Вот, надеемся ее застать, но так как сегодня воскресенье, людей, я там думаю, будет очень-очень много. Но там будет очень много красоты, поэтому буду вам ее показывать. Вот мы зашли в парк, уже я вижу тюльпанчики здесь. Посмотрите, какие красивого цвета, расцветкой. Я всегда думала, что у меня была ассоциация, это Голландия, с Голландией, что тюльпаны только там, но Турция не меньше тюльпанная страна, чем Голландия. Вот, сейчас посмотрите просто, как красиво. Там маленькие здесь, но они уже отцветают немножечко, потому что апрель холодный выдался. Пойду на беленькие туда. Здесь такие бело-бордовенькие. Памятник Ататюрку, первому президенту Турецкой Республики. Он сделал Турцию светской, запретил хиджабы в школах, в университетах. Но сейчас, конечно, каждый одевается как хочет, поэтому это не прям такой строго прямой был запрет, то есть просто, чтобы каждый имел свой выбор. Посмотрите, какие там поля разноцветных, и там, ну, красота. Вкусненько, сладенький. Ой, какая вкусняшка.
прям аллейки этих сакур, вишенок. Там вот тоже везде идет. Как вам парк, как вам цветочки? Мне все нравится. Всё Красиво, нравится. спокойно, вода холодно. Только холодно. Фоточки для фотообоев можно купить на Бусти и Патреоне. Все деньги пойдут на развитие Александра, моего мужа. Еще очень люблю вот эти клены. Такие они прям, не знаю, японско-китайские. Листики у них очень красивые. Как конопля. Здесь такой полуяпонский садик есть с фонтанчиком. Там даже немножечко остатки магнолии есть. Может, сейчас дойдем, посмотрим. А пока пойдем дальше смотреть. Вообще мне очень нравится, как турки соединяют разную зелень. Что-то потемнее, что-то посветлее с желтым. Там чуть красное выглядывает. Цветы, деревья, кусты. Необычно, красиво. Нарциссы. Здесь магнолия, здесь хвойные какие-то кустики. Здесь вообще что-то странно, какое страшненькое с ягодами. Вот, очень красиво, мне нравится. Еще остатки магнолии есть. Небольшие. Но сейчас холодно, она уже мерзнет. Можно отдыхать с собачкой. Мне кажется, здесь еще раньше были черепашки, но сейчас я их почему-то не вижу. Возможно, они где-то прячутся. Не знаю, будет видно или нет. Аисты летят. Летают, как красиво. Кружат. Все фотографируют, наслаждаются. Эти красивые, нежные. Вообще, я недавно обсуждала со своей соседкой из России. Она мне прислала фото своего зацветшего цветка розовенького. А я в ответ ей скинула, как этот цветок выглядит в Турции. То есть у нее в горшочке он цветет, а здесь это просто огромные такие кусты. Я сейчас прикреплю. Вот здесь будет то, что соседка скинула, а здесь то, что растет в Турции. То же самое. Вот, и мне прям очень это нравится. Я здесь очень много разных цветов увидела. Вообще, как они цветут, как они живут в таких более хороших климатических условиях, чем у нас. Вот, поэтому в Турции, конечно, климат очень благоприятный для всех этих растений. Вообще, весна в этом году была рано достаточно в Стамбуле, потом резко стало холодно, все начало подмерзать, отцветать резко. И вот сейчас только, какое у нас сегодня, 13 апреля, только начинает возвращаться тепло. Сегодня плюс 10, плюс 13 обещают. Вот, но на следующей неделе, надеюсь, уже будет плюс 17, и можно будет гулять, тусить, греться и выходить на пикнички. Но даже сейчас очень приятно и красиво здесь находиться и гулять. Сегодня воскресенье, и все турчане и не только вышли на пикники, можно видеть. Они очень любят занимать газончики в парках, на набережных вот тоже. Очень много людей сидит, приносят свои стульчики, столики, еду, чаек в термосах. И могут целый день тут сидеть, болтать и щелкать семечки обязательно. Это вообще must have в Турции, must to do, скажем так. Вот, посмотрите. Здесь лодочки какие-то плавают. Возможно, какие-то соревнования. Может, просто тренируются. Это все. Район улицы Багдад. Очень любим этот район с мужем. Там Принцевы острова, куда можно сплавать на денечек. Тоже будет видео об этом, либо уже есть. Если будет, то добавлю вот здесь вот ссылочку. Заходите смотреть. Кто-то песни поет. Красота. Шарики, спортивные площадки и детские. Очень круто. Я думаю, мы сейчас пойдем в Бельтур, посмотрим, что мы там можем купить. Попить чаечек и что-нибудь скушать. Вот ищите вот такие кафешки, это такие городские кафешки Бельтур. Вот можете на карте ввести название Бельтур и посмотреть. Здесь очень низкие цены. Вот смотрите, тост с сыром и чай за 45 лир всего лишь. Примерно там 120-130 рублей. Мне кажется, это очень выгодно. Вот, ну и тут, конечно, людей будет много, и даже иногда очереди, и куча сидеть людей. А также хочу напомнить, что у меня есть специальные метки на Google картах, которые вы можете приобрести на моем Бусти или Patreon.
Там отмечены много недорогих кафе, очень интересных мест для туристов, которые не каждый найдет в Стамбуле. Там отмечено множество магазинов на улице Багдад. Кстати, это тот район, где мы сейчас гуляем и в котором я делаю это видео. А также вы можете приобрести фотообои с фотографиями тюльпанов. Об этом я уже говорила ранее. В общем, приходите, выбирайте, покупайте. Буду рада поддержке моего канала. Мы зашли в магазин Apple в Стамбуле. Вы, не знаю, знаете или нет, но в Стамбуле самые, не то что в Стамбуле, вообще в Турции самые дорогие айфоны в мире. Потому что здесь цены начинаются от 80 тысяч лир за 16-й iPhone. Вот я сейчас покажу вам стоимости. Вот, допустим, iPhone 16 Plus, стоимость от 80 тысяч лир. То есть самая маленькая память, комплектация 80 тысяч лир. iPhone 16 от 70 тысяч лир. Вот, я тут напишу, сколько это в рублях. Поэтому здесь покупать айфоны, скажем так, невыгодно, но людей здесь просто тьма. Как будто здесь, знаете, их бесплатно раздают. И когда выходил новый iPhone, все сюда приходили, стояли огромные очереди, чтобы купить себе новенький iPhone за просто дофига денег. Вы могли бы подумать, можно поехать в Дубай и купить там дешевенький iPhone. Да, многие так делают, но через полгода здесь, в Турции, нахождения с турецкой симкой, его заблокируют по e-mail. Поэтому вы должны оплатить налог на телефон. Сейчас он в районе... даже не помню, я вот тут напишу, сколько сейчас налог на телефон, если бы вы его привезли из-за границы. Когда мы приехали, нам пришлось заплатить налог на мой телефон, потому что он из другой страны куплен. Тогда он был всего лишь где-то 12 тысяч рублей. Мы его сразу заплатили, чтобы не заблокировали телефон. А телефон мужа, естественно, благополучно заблокирован, потому что мы не стали платить на 2 телефона налог. Поэтому, если вы его решили купить в Дубае, либо где-нибудь там в другой стране в Европе, в США и привезти сюда, то будь добр, заплатить еще такую же стоимость за налог. Поэтому здесь такие огромные цены на них. Вот. Лучше здесь ничего этого айфоновского не покупать. Друзья, всем привет! Мы с вами уже едем на метро. Сейчас мы будем ехать от станции Üsküdar под Босфором на глубине 6 метров под дном Босфора. Каждый раз, когда я здесь еду, я просто представляю какие-нибудь катастрофы, в которых я умираю, и вода меня просто затапливает в этом туннеле, и никто меня больше никогда не найдет, и на дне меня съедят рыбы. Но мне приходится этим пользоваться, так как это единственный способ удобный добраться из азиатской части в европейскую. Сегодня мы с вами отправимся по работе, по моей. Я отвожу посылки своему курьеру. К сожалению, не все, что я покупаю, можно отправлять напрямую с ДЭКом из Стамбула сразу в Россию к заказчикам. Ну и плюс есть таможенное ограничение в 200 евро. То есть превышение этой суммы приводит к тому, что вам придется оплачивать налог, точнее, моим заказчикам. Вот. И чтобы этого не было, я просто отвожу это авиакурьеру. Это доверенный человек, которому я уже много раз отправляла разные посылки, и дорогие, и не очень. Вот, который в самолете это все провозит и уже по России отправляет это все с ДЭКом, обходя таможенные всякие налоги и так далее. Вот, поэтому сегодня с вами отправимся по работе и посмотрим, что там вообще в туристическом центре происходит, потому что именно туда я и направляюсь. Так, ну что, мы с вами в самом центре турецкого самого известного рынка Лалели. Но он, конечно, не в нашем понимании рынок, то есть это торговые улицы, на которых очень много магазинов, очень много людей, доставок. Вот, поэтому понимание рынка – это просто такое общее название. Здесь очень странное движение, здесь очень много людей, постоянно так все друг дружку толкаются, переплетаются. Поэтому, если вы хотите более дешевый шопинг и ноунейм бренды, то есть турецкие какие-то, то вам точно сюда. Так как это центр притяжения всех торговых представителей, доставок, курьеров и так далее, то, естественно, офис моего курьера находится здесь. И именно сюда я привожу все свои посылочки, чтобы они потом отправились к своим заказчикам. Что-нибудь отсюда показывать. Примерно так это все выглядит. То есть просто какие-то магазины с странными какими-нибудь названиями. Куча платья, одежды. Здесь можно в некоторых магазинах оптом, в некоторых в розницу купить. Некоторые только оптом торгуют. Очень много здесь таскают вещей на вот таких тележечках железных. Мотоциклов, но здесь мало машин, что мне нравится, потому что более-менее дороги здесь перекрыты, чтобы тут не давили людей. Поэтому удобно ходить и искать себе что-нибудь интересненькое. Но это, конечно, не совсем мой формат, отсюда я ничего не покупаю. Какие женщины стоят. Отсюда я ничего не покупаю,
Но если кому-то надо что-то оптом, то, конечно, пишите, постараюсь это все найти. Очень люблю этот магазин, потому что они каждый раз меняют цвет своей одежды. На прошлой неделе здесь было все розовенькое, сейчас просто куча разных платьев, и все они просто голубого цвета. Очень такое люблю, просто прикольно смотрятся. Вот уже видите, то есть красиво, бутики оформлены, но это не какие-то там суперизвестные бренды, да, типа Зары, там, я не знаю, Де-факто, Вайкики, Фимка какая-то. Что-то типа такого. Смотрите, здесь очень странный лифт. Вот я его сейчас нажму. Я его открываю, как дверь обычно. Вот такой он страшненький. Закрываю. Мне на 3-й этаж. И как-то вот так еду. Очень странный для меня лифт. Потому что здесь нет внутренней двери, то есть только внешняя. И когда я приеду, я просто должна... Вот сейчас будет мой 3-й этаж. И я должна открыть дверь. Все, приехали. Не всегда люблю эти районы, потому что очень много туристов и очень много зазывал, которые хотят продать тебе просто все. От паленых носков Nike до сумки Louis Vuitton, Gucci, Prada, Miu Miu и так далее. И все стараются знать твой язык. Естественно, у них огромный опыт опознавания нас, местных туристов. Вот, они сразу понимают, из России вы, из Англии, из Германии. Они сразу на твой язык переходят. Они на тебя смотрят и такие: привет, приходи, кожаная куртка. То есть они сразу считывают по лицу, они сразу понимают, кто ты по национальности, откуда ты приехал, и на каком языке с тобой можно поговорить. Вот, мы сейчас, смотрите, это, кстати, это у нас колонна Константинополя. Вот такая большая, очень древняя. Она много раз рушилась из-за землетрясений, но ее восстанавливали. Вот видите, ее такими металлическими скобами укрепили, чтобы она не падала, скажем так, в будущем. С этой прекрасной забитой улицы я сверну на более спокойную. Здесь людей поменьше, там не менее интересно. И пойдем туда исследовать, что же там такое красивое можно будет найти нам. Ну вот сразу с улочки сворачиваешь, куча Майк Джейкобс, Карл Лагерфельд, здесь еще куча всего всякого. То, что нельзя делать. Вообще в Турции запрещены подделки. Я не знаю, как они их продают, ну то есть по какой причине. Но скажу так, что лекарства и косметика действительно запрещена к подделке, и вы здесь не найдете поддельные какие-то лекарства, которые не работают. Поэтому в этом плане плюс, конечно. Еще плюс в том, что во всех аптеках Стамбула именно лекарственные препараты, они все одинаковой стоимости. То есть не будет такого, что в центре, где туристы, там будут дороже таблетки, где-нибудь... Так, сейчас подождите, мне нужно суперсложную улицу перейти, чтобы меня тут не задавили. Так, вроде я жива. Вот, то есть что в центре, в туристическом месте, что в нетуристическом, цены на лекарства будут именно одинаковые. Вот, но если дело касается витамин, какой-то космоцевтики, да, там Ля Рош-Позе, то там цены аптеки, аптеки имеют право устанавливать любую цену. То есть, естественно, в центре туристическом подороже будет такая косметика, витамины, а в более обычных аптеках то есть в жилых районах Стамбула там будет подешевле. Посмотрите, какие здесь прекрасные шахматы продаются. Разные фигурные есть, какие-то на египетскую тематику. Здесь что-то такое серебро-золото. Прям большой выбор. Плюс мне нравится, можно вот так идти в непримечательном районе и увидеть красивый вид. Но если машина не закроет. Алекс, Кур, это про тебя. Там так красивенько. Здесь есть магазин ковров, который всегда бесплатно раздает вот такие сердечки из остатков ковров. Но можно взять только одно, конечно, вас никто тут не ограничит, но можно выбрать какое-нибудь красивенькое сердечко себе на память бесплатно абсолютно. Вот такие остались. Так, сейчас выберу какое. Муж у меня любит желтенькое, возможно, возьму желтенькое. Но мне нравится еще серенькое. Давайте возьмем вот такое желтенькое. Сейчас вот это гляну. Вот такое желтенькое возьмем. Спасибо. Так, ну мы с вами вышли на главную площадь, площадь Ипподрома в Стамбуле. Одно из самых популярных мест среди туристов. Вот там виднеется Айя София. Здесь голубая мечеть, обелиски. Вот здесь можете увидеть, что дорога идет вот так. То есть раньше это был ипподром. Здесь сидели люди, а там проходили всякие сражения, соревнования. И все за этим мило наблюдали. Вот. На обелисках, кстати, на этом нету, но на вот том дальнем можно увидеть египетские, как сказать их, иероглифы, надписи. Давайте я приближу, не совсем хочу туда идти. Вот. Интересно их поразглядывать. И
Ну, это прям супер древности считаются. Пойдемте дальше. Так, мы дошли уже до Айя Софии, мечеть, которая была раньше и не мечетью, и православным храмом. Совсем скоро купол ее закроют на реставрацию стальным таким каркасом и накроют тентом. Не будет его видно. Но они хотят его укрепить, чтобы он не сломался, когда будут всякие землетрясения. Вот. А они могут быть в Стамбуле уже лет, наверное, 100 ждут самое огромное разрушительное землетрясение. Но оно не случилось. И, надеюсь, не случится, потому что я тут живу. Будем держать кулачки. Вот здесь у нас фонтан Хюррем Султан, ее ванны. Смотрите, какое интересное освещение, естественное. В куполах поставлены такие стеклянные, как вазы, да, то есть в отверстия. И через них, как через линзы, попадает свет, и внутри очень светло за счет солнечного света. Очень интересно. И фонтан очень красивый. Вообще нам с Сашей очень повезло, потому что мы бывали несколько раз, когда вход был бесплатный в Айя Софию. Вот еще в наш самый первый приезд как туристами в Стамбул. Мы туда ходили, сидели. Там очень приятная атмосфера. Очень красиво, очень древние фрески, вот эти разрисованные колонны. Видно, что люди их терли, и у них прям выемки такие остались, да, того, что люди постоянно их трогали. Прям видно историю, видно время, то есть как оно проходит. То есть для нас оно такое, да, сиюсекундное, сиюминутное, а там видно, какое оно долгое и как его нужно ценить, наверное. Вот. Сейчас, к сожалению, вход платный, только если вы гражданин Турции и вы исповедуете ислам, только тогда вроде бы можно заходить. Кстати, чтобы сделать красивые фоточки на фоне Айя Софии, у меня есть одно секретное местечко, но его можете посмотреть, вот тут будет видео. Можете переходить по ссылочке, там 5 бесплатных мест в Стамбуле. Там есть одно крутое бесплатное место, где можно с чайками на фоне Айя Софии сделать просто прекрасные, перфект фоточки. Вот, поэтому переходите и смотрите. Что я еще могу сказать? Когда приезжаю в центр, каждый раз чувствую себя таким, как туристом. И это очень приятное чувство. Неважно, сколько раз ты здесь был. Вот, но это приятное такое чувство, как будто ты что-то исследуешь, опять смотришь на что-то древнее, что-то необычное, старинное, которые строили люди там тысячи или сотни лет назад до нас. Это всегда очень интересно посмотреть. Пойдемте на дорогу, чтобы людей не было. Смотрите, кстати, какая очередь в цистерну-базилику. Вот, и там вот где-то вход. А у меня есть также видео, которое было минутку назад, 10 секунд назад, 2 места, где можно бесплатно посмотреть цистерны, не базилику, то есть другие, но они абсолютно идентичные. То есть, в принципе, вы ничего не теряете, сходя просто в бесплатные цистерны, водохранилища. Вот. Поэтому очень люблю гулять по центру всегда. Всегда классно почувствовать себя туристом. И каждый раз ты можешь найти что-то новенькое. То есть сколько бы раз мы здесь не гуляли, стоит просто свернуть на другую улочку, и ты уже что-то новое видишь, что-то необычное, ты тут никогда не был, а там всегда что-нибудь интересное да прячется. Трамвайчик! Очень многие в комментариях спрашивают у меня, как одеваться в тот или иной месяц. Скажу так, Стамбул абсолютно непредсказуемый в этом плане. Вот сегодня у нас где-то 15 апреля, я точно не помню, в датах я не сильна. Вот, я в худи и в футболке снизу, и в брючках, в кроссовочках. И мне абсолютно комфортно. Есть люди, кто в футболках и в жилетках здесь гуляет. Есть кто в пуховиках до сих пор ходит. То есть все зависит от того, как вы воспринимаете ветерок, как вы воспринимаете солнце. Но я всегда советую брать с собой обязательно что-нибудь потеплее, потому что раздеться можно всегда, а одеться иногда чего-нибудь не хватает, укутаться. Поэтому лучше взять, чем не взять. Мне очень нравится, что очень многие бренды подстраиваются под туристов. И, допустим, в Пандоре можно купить подвеску в виде шара, да? То есть как-то ассоциация с Каппадокией. Вот здесь подвесочка с Галатской башней, то есть прям Стамбул, чтобы оставить что-то на память, да, не просто какие-то сувениры, а что-то такое памятное, ценное, интересное. Вон там они висят еще тоже разные. Вот. Также есть магазины Мави, допустим, турецкий бренд. У них есть куча разных футболок женских и мужских. Либо с достопримечательностями Стамбула, либо просто написано как-то красиво Стамбул. То есть, мне кажется, это тоже прикольно. То есть, это не просто футболка с какого-то, да, вот этого туристического местечка. Это именно фирменная турецкая футболка с упоминанием Стамбула. Мне кажется, это намного ценнее, намного приятнее и намного качественнее, чем просто футболка с обычного
магазинчика для туристов. Как могут не течь слюнки семит с вкуснейшей нутелкой или с вкуснейшим сырком плавленым, либо ачма. Обожаю, очень вкусно, берите обязательно. Так, но мы попали в самый сезон тюльпанов. Посмотрите, какая красота. Все красненькое, желтенькое, оранжевое. Пойдемте это все посмотрим. Ой, обожаю тюльпаны. В детстве постоянно их с подругой тырили с чужих клумб. Вот, очень красиво. Так, здесь ругаются, чтобы не рвали, не трогали тюльпаны. Туристы бывают разные, поэтому нужно всех предупреждать. Но мне нравится, что нет совершенно заборов. Да, вот можно вот так подойти, все красиво увидеть. Прекрасная красота. Здесь все в фиолетово-желтеньких тонах. Боже, невероятная красота вообще. Не знаю даже, как еще это описать. Просто море усыпано все цветочками. Блин, плохо видно. Настоящий османский тюльпан. Именно такие они рисуют на своих плиточках, на мозаиках. Вот такой вот с остренькими кончиками, листиками. Смотрите на солнце какие. Я не могу. Как можно вообще такую красоту сделать? Мяу, кисули. Мяу. Мяу, сладенький мальчик. Так, здесь у нас жарят вот такие колечки в огромном количестве масла. Масло, кстати, не черное, красивое. Потом их окунают в сахарный сироп. Потом их можно купить и скушать. Такая же лукум. Здесь же можно взять, но, блин, лукум что-то дорогой. 600 лир за, почти 700 лир за лукум. Есть места подешевле. О них я потом вам как-нибудь расскажу. Так, мы с вами приближаемся к пристани, к причалу, к нашему. Поедем на пароме до метро, до азиатской части. И там на метро сяду и поеду домой, потому что дома ждет муж. Вот, а я тут вечно где-то шляюсь. Так, сейчас покажу вам очень... Там большой стоит, сейчас дойду до водички, большой стоит круизный лайнер. Вот. Здесь построили такой Галата-порт, это такой торговый центр около воды, куда причаливают круизные лайнеры из других стран, высаживают туристов, и они идут в Зару, в Адидасы, Найки, ну и все, что там, в общем-то, есть. Там куча ресторанов, кафе, магазинов, поэтому вам, как туристам, тоже туда советую сходить. Мы там много раз были, но это, наверное, не самое мое любимое место, там есть много больше других круче мест. Мы уже почти подходим. Во-первых, посмотрите, сколько людей. Я вот здесь вставлю видео. Я недавно шла здесь в дождь с Сашей, с мужем. Мы были в дождевиках, и просто здесь никого не было. Но вы сейчас увидите на этом видео. Вот, поэтому, если вы приезжаете и в Стамбуле дождь, вообще ни в коем случае не расстраивайтесь. Просто надевайте дождевики, купите их здесь и исследуйте город вообще без людей. Это просто must have. Во-первых, видно Галатскую башенку, вот такую красивую. Так, а вон там, смотрите, у нас целых два даже у нас лайнера прибыло. Вот 1-2. И даже поменьше какая-то яхта. Возможно, какой-то миллиардер приехал. А здесь наловили рыбку. Ой, ставрида. Очень вкусно ее пожарить в манке. Ой, кусается. Вот прям здесь. Вот такого, кстати, в Стамбуле очень мало. Практически не встретите. Здесь за этим следят, относительно следят. То есть здесь нету такого, что какие-то бездомные ходят, кричат. Да, такие встречаются люди, но вообще никакой опасности они не представляют. И они не в таком огромном количестве, как в других, допустим, странах Европы, в Америке много видела, что да, там бомжей и так далее. Но здесь такого нету. Так, мы пришли на паром. Вот такая у меня карточка проездная, синенькая. Мы ее прикладываем. 38 лир стоит проезд до Кадыкёр, района, куда мне нужно, где я пересяду на метро на азиатской части. Вот, будем сейчас ждать. Через 10 минут будет. Как кораблик. Это более современный паром. Мне не очень нравится сиденье там, как они расположены. И он не такой вайбовый, как другой. Я думаю, вы увидели в других моих роликах. Но все равно паром интересно, прикольно. Почему и нет? Можно выйти на палубу, здесь сесть.
Вообще я хотела бы чаечка взять, но я не помню, здесь есть кафетерий или нет. Пойдем еще выше залезем на самый верх этого кораблика. Вот такой вид отсюда открывается. Красиво. Прикольно наблюдать. Есть паромы более пассажирские, как наши. Вот эти паромы, они перевозят автомобили с азиатской части на европейскую, рыбацкие лодочки. Там вообще судоходные большие корабли, поэтому большое разнообразие, скажем так. Там, видите, стоят машины, ну и также пассажиров немного берет. Тут есть, конечно, подземный туннель, но иногда не очень удобно. На развязку на туннель выходить нужно будет далеко. Проще сесть на паром и проплыть по Босфору. Сегодня мы приехали на вот такое озеро, озеро Парк. Тут водятся гуси, уточки, лягушки. Вон плавают, смотрите. Какие красивые. Мы собираем букет лесных полевых цветочков вот таких. 100 гусик. Саша, он рвет мне цветочки. О! Тут есть другой. Какой? Он очень маленький. А, я видела, там тоже фиолетовые такие горные. Вон он, да, фиолетовенький тоже? Да, но вот он у него Красивый. типа он другой, но он короткий. Давай мне цветошку. Спасибо. Идем, Гусик. Привет. Мой перышки. Красиво. Не буду к тебе ходить, не буду. Рвать такое? Да, рви. Красиво вроде. Ой, ну чуть длиннее. О, там пес. Как львиный зев. Львиный. Львиный зев, знаешь? Нет. Ну, которого так нажимаешь, у него ротик открывается. Не, не знаю. Смотри, прям у них юбочки и по два эти. Ой, куда я снимаю? Красиво, да? Да. Идем. Да тут шелестит. Слишком много тоже не снимает, у меня это потом редактирует. Черепаха. Бр-бр-бр-бр. Смотрите, тут это снежный барс. Таких осталось на земле очень мало. Вот видите, это снежный барс. Снежный барс, скажи что-нибудь. Какие ты? Скажи. Чего там сидишь сладенький? Сейчас спустится, а у тебя ничего нет. Так сел прям, да? Не знаю, видно или нет, но там уточка с Котятками маленькими. кутятками маленькими. О, это уже кавакши необыкновенные. Смотри, какие. Маленькие как колокольчики. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Даша идет и гуляет. Ня-ня-ня. Смотри, сколько этих цветочков. А ромашечки? А как же ромашечки? О, нет, ромашечки надо. Смотрите, какая красота. Это мои колени так хрустят, если что, уже старик. Так нравятся леса. Прям кайф. Конечно, не знаю, видно или нет, но должно быть. Даша уже насобирала вот такой вот букетик. Не знаю, как мы его повезем, правда. Красиво. О, мы сейчас до гусей дойдем.
уточка. Ути, ути, ути. Ути, ути, ути. О, уточки прибежали. У меня уточки. Вот она, вот она. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Так, они уже настораживаются. Давай, Даша первая, чтобы, если что, цапнули ее. Гули, 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 гули. Хотите, чтобы я убегал сейчас от гусей? Гусики. Смотри, Гур. Капучино малино. Да, я чуть-чуть не туда. Смотрите, сколько тут балерина капучино. У них тут общественная баня. Здравствуйте. Приветики. А если одного по приколу закинуть в воду, он опять будет мыться? О, ты что такой? Балерина капучино. Такое местечко прикольное. Чисто. Там тропинка туда. Там какие-то, ну здесь, видимо, стол стоял. Ну, видимо, куда-то вот тарманили. Туда проход. И здесь красивенько так. Вон там уточка стоит. Кря-кря. Смотрите, что за красотка стоит. Ой, что за красоточка стоит. Цветочечки нюхает. Ну что это такое? О, ящерица. Красиво. И переход на дамочку красивую. Вот она, вот она. И пошли, пошли. Первый наш концерт. Мы пришли на первый наш концерт вообще в нашей жизни. Заплатили за него деньги, и это будет турецкая группа The Dubluman. Не знаю, что это значит, что-то непонятное. Мне несколько песен их нравится, поэтому... И мне. Мы знаем пару песен, но этого достаточно. Вот, мы в VIP-зоне прямо перед сценой, а сзади столики, а еще сзади дешевле всего лишь на 500 лир. Вот так вот, ждем.
Ну что, друзья, вот такой небольшой влог у меня получился. Надеюсь, вам было интересно посмотреть его. Интересно посмотреть, как мы тут живем, что мы тут делаем. Вот, возвращайтесь за новым влогом. Буду снимать их, стараться почаще, не только познавательные видео. Вот. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал.